Всем привет! В этом видео мы расскажем о нюансах перелета бизнес-классом на борту самолета Аэробус А330-300 авиакомпании Аэрофлот. Вы узнаете, как забронировать с максимальной выгодой, какие моменты учесть до покупки, чем кормят и что наливают во время полета, какие преимущества у премиум-пассажиров и многое другое. Итак, мы летим по маршруту Хургада-Москва регулярным рейсом СУ-423. Время вылета 16:15, в пути будем около 6 часов, прилет в Шереметьево ориентировочно в 22:20 вечера. Позже расскажу, почему выбрала именно этот рейс. В аэропорт мы приехали за 2 часа до вылета. Никаких очередей не наблюдается, потому как всех пакетных туристов привозят значительно раньше, и они как раз создают очереди. Это к сведению тем, кто не против оплатить индивидуальный трансфер вместо группового, но боится выехать из отеля на час-два позже из-за возможных очередей. А вот и наш летный экипаж. Приехали одновременно с нами. На стойке регистрации в бизнес никого, как и на стойках регистрации в эконом. Получаем посадочные талоны, заполняем декларацию и идем на паспортный контроль. Все прямые рейсы в РФ отправляются из нового терминала, а зал регистрации и чистая зона с выходами на посадку еще и отделены от рейсов в другие страны. И вот здесь нюанс номер один. Единственный зал ожидания повышенной комфортности аэропорта Хургады находится вне доступа вылетающим напрямую в Россию. То есть воспользоваться правом прохода не получится при всем желании. Это еще одна причина не приезжать в аэропорт Хургады раньше времени пассажирам бизнес-класса. Пара слов о магазинах Duty Free. В видеообзорах отелей я уже упоминала о налоге на покупку алкоголя по прилету. Это египетское нововведение 2023 года. А вот на вылете никаких доплат сверхустановленной беспошлинным магазином цены нет. Подписывайтесь на наш канал, особенно если планируете отдых в Египте. Мы делимся всем самым интересным и важным. Проходим на посадку. Всего на борту 28 мест бизнес-класса. Наши А и С во втором ряду. Историю их выбора расскажу чуть позже, во время полета. Информация может пригодиться тем, кто бронирует билеты самостоятельно, а не в составе пакетного тура. У пакетников другая история. Только посмотрите, сколько места. При горизонтальном положении кресла целых 4 иллюминатора в нашем распоряжении. На подлокотнике кнопки регулировки. Есть 3 основных режима – сидя, полулежа и лежа. И есть дополнительные настройки положения спинки и подставки для ног. На сайте Аэрофлота я не нашла точной информации о длине сиденья. Мне с ростом 170 см было очень комфортно даже с закрытой подножкой. Дочь ростом 140 см. Сейчас можете видеть, сколько еще остается места в запасе и сверху, и снизу, плюс подножку можно открыть. В общем, кресла просто шикарные. В таких время в полете пролетит незаметно. Минуточку! Минуточку! Будь добры, помедленнее. Я записываю. Убедитесь, что ночная кладь размещена безопасно и не выпадет при открытии полки. Всегда будьте осторожны, открывая багажный комплект. Your hand luggage must be stowed in the overhead lockers or under the seat in front of you. All aisles and emergency exits must be clear of any personal items. Ensure that your luggage is securely... Для каждого пассажира подготовлены подушка, плед, тапочки, наушники и дорожный набор в косметичке. На экранах можно наблюдать взлетно-посадочную полосу. Расскажу, почему выбрала именно этот рейс. Во-первых, до покупки нужно обратить внимание на модель самолета. Например, за полет в Боинге 737 я бы не стала переплачивать. Там кресла чуть больше обычных и только лишь. А вот Боинг 777 или Аэробус А330-300 в нашем случае небо и земля как отличаются от кресел в экономе. Второй момент – время вылета. Мне больше нравится вылетать вечером. Вообще всегда. А в бизнесе тем более. Разница в том, что на утренних вылетах будут кормить завтраком, а на вечерних – ужином. Скоро увидите меню и того, и другого. В-третьих, лечь спать вечером после ужина – самое то, а вот уснуть после завтрака – такой себе вариант. И в-четвертых, так как мы живем в Египте, то есть находимся дольше 30 дней после влета в страну, то вылетать можем исключительно регулярными рейсами, на чартер нас не пустят. О питании. Мы попробовали абсолютно все, что было в меню, а именно – в качестве аперитива орешки и овощные спринг-роллы. Из закусок – ростбиф с пармезаном и рыбная тарелка с лососем, красной икрой и тартаром из авокадо. На горячее – треска с овощами и говяжьи щечки со спаржей и картофельным пюре. И на десерт – птичье молоко или йогурт с черникой. Отличительные от эконома детали – горячие салфетки, скатерти, фарфоровая и стеклянная посуда.
А вот со столовыми приборами просадочка. Они не металлические, хотя в некоторых других авиакомпаниях и в экономе был не пластик, например, на длительных перелетах Turkish Airlines. Но ради справедливости скажу, что цена эконома Turkish бывает выше того, что мы за бизнес Аэрофлота заплатили. Кстати, о стоимости. Значительно выгоднее покупать сразу билет туда-обратно, будь то вариант Москва-Хургада-Москва или Хургада-Москва-Хургада. В нашем случае в мае 2024 порядок цен был такой – в районе 50 тысяч рублей в одну сторону и 70 тысяч туда-обратно. На лето-осень вижу, что выросли тарифы, но соотношение сохранилось. Так, например, на сентябрь цена 60 тысяч в одну сторону и 85 тысяч туда-обратно. Еда вся вкусная, но меню скорее рассчитано на взрослых, чем на детей, особенно то, что подают сразу под соусами, как ростбиф, например. Понятно, что голодным при таком выборе никто не останется. Моя дочь вообще всеядная, но можно было бы какое-то одно дежурное блюдо добавить. Простое, то, что любой ребенок будет. Детей, кстати, было много. Видели, что соседи кормили маленького ребенка гречкой с тефтелями. Не знаю, это они с собой такое брали или для них приготовили в самолете, например, по предзаказу при бронировании билетов. В меню напитков, кроме вина, пива и шампанского, водка Онегин, коньяк Хайн и фраппен Випексо, виски Чивас Регал 12 лет, джин Бифитер и коктейли. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Да какой поспать, столько развлечений. Распакуем сумку с подарками для детей. Бутылка с логотипом авиакомпании, карандаши и раскраска с заданиями, ручка и набор наклеек, настольные игры, морской бой и дубль. Вот это здорово, мы в такое любим поиграть. В косметическом наборе ложка для обуви, маска для сна, зубные паста и щетка, крем для рук, бальзам для губ, расческа и ручка с логотипом Аэрофлота. И самое интересное – мультимедиа-система с играми и фильмами. Наушники у дочки сразу подключились, мои не работали, попросила заменить. Система освещения индивидуальная, можно регулировать яркость. В начале обзора я обещала рассказать историю получения посадочных мест. Одной из причин решения о покупке бизнес-класса была возможность предварительного выбора мест. В прошлом году на одном из рейсов нас с дочкой рассадили через проход, ей тогда было 7 лет. И хотя оба места были в первом ряду, который втридорога обычно продают из-за большого пространства для ног, никто из взрослых с дальних рядов не захотел с нами поменяться. Раньше никогда не сталкивались с подобной ситуацией, ни в одной из авиакомпаний, а летаем мы часто. В общем, полет прошел не очень гладко. Ну ладно, вернемся к нашему бизнесу. Нам оформляли билеты в каирском офисе Аэрофлота, и представительница авиакомпании, которая ежедневно бронирует одно единственное направление, не знала такого нюанса, что выбор мест при вылете из Хургады доступен только при бронировании. Если же вдруг по каким-то причинам вы пропустили этот шаг при бронировании, то после оформления оплаты брони можно будет выбрать места только с вылетом из Москвы, а вот на вылет из Хургады ни бесплатно, ни даже платно эта услуга становится недоступна. Так вот, менеджер сначала оформила бронь, а потом стала пытаться выбрать места. Программа выдавала ошибку. Теперь-то мы знаем почему. И нам было предложено самостоятельно попробовать это сделать попозже на сайте. Конечно, и позже ничего не вышло. Звонок в Аэрофлот тоже не помог. И только после письменного обращения, к которому я прикрепила скриншоты с сайта о том, что выбор мест на рейс, вылетающий из Хургады, доступен, но только до оформления брони. И это точно должен знать работник офиса, оформляющий заказы. И в конце концов, это одно из преимуществ покупки билетов в бизнес-класс, которого нас лишили по ошибке сотрудницы. В ответном письме мы получили билеты с выбранными мной местами. То есть все в итоге получилось, но не без труда. Финальный перекус перед посадкой. Паштет из печени кролика с конфитюром из инжира, йогуртовый десерт и шоколад с бортпроводницей на этикетке.
На ужин и обед меню одинаковое, а на завтрак ассорти из сыров с орехами, блинчики с индейкой, творожная запеканка и пшеничная каша с карамелизированными яблоками. Итак, резюмируем. Преимущество перелета бизнесом – это отдельные стойки регистрации, бизнес-зал при вылете из Москвы, индивидуальные трансферы от трапа до терминала или в случае с рукавом приоритетная посадка и выход, багаж 32 кг, ручная кладь 15 кг. И судя по багажным биркам, даже к чемоданам отношение особое. Включенный в стоимость выбор мест в салоне при покупке билета на сайте Аэрофлота или в офисах, шикарные кресла-кровати, система развлечений, полноценный ужин и напитки на протяжении всего перелета. Пассажиров салона класса бизнес мы пригласим к выходу в первую очередь. Пожалуйста, не забывайте личные вещи в карманах кресел и на багажных полках. Будьте осторожны при выходе из самолета на трап. Юлиана, что, забрали кого-то? А ты их ждешь, да?